Стоп! То, что я сейчас говорю, перевернет все ваши представления о мире. 90% того, во что вы верили всю жизнь, — это ложь. И сегодня я докажу это за 10 минут. Готовы узнать правду? Спортивные добавки могут полностью заменить обычную еду и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, хотя добавки должны дополнять сбалансированное питание, а не заменять его, поскольку цельные продукты содержат множество веществ, которых нет в изолированных добавках. Анаболические стероиды дают мгновенный результат в виде больших мышц даже без тренировок и правильного питания, хотя стероиды лишь ускоряют восстановление и рост мышц при наличии адекватных тренировок и питания, а без этих условий эффект будет минимальным, зато побочные эффекты останутся. Чтобы похудеть, нужно обязательно голодать и есть как можно меньше калорий для максимального результата, хотя слишком строгие ограничения замедляют метаболизм, приводят к потере мышечной массы и делают долгосрочное поддержание веса практически невозможным, лучше создать небольшой дефицит калорий. Жир может превращаться в мышцы при правильных тренировках, а мышцы превращаются в жир, когда перестаешь заниматься спортом, хотя жировая и мышечная ткани — это совершенно разные типы тканей, которые не могут превращаться друг в друга. Можно только уменьшить количество жира и увеличить мышечную массу. Можно похудеть локально в определенных местах, например, убрать жир только с живота или только с бедер с помощью специальных упражнений. Хотя при похудении жир уходит равномерно по всему телу, согласно генетической предрасположенности, и нельзя заставить организм сжигать жир в конкретной области. Весы показывают реальный прогресс в похудении и изменении фигуры, поэтому нужно взвешиваться каждый день, хотя вес может колебаться из-за задержки жидкости гликогена в мышцах и других факторов, а для оценки прогресса важнее измерение объемов тела и общее самочувствие. Быстрое похудение на 5-10 килограммов за неделю намного лучше медленного снижения веса, хотя резкая потеря веса происходит в основном за счет потери воды и мышечной ткани, а не жира, и такие результаты крайне сложно поддерживать долгосрочно. Различные обертывания для тела эффективно убирают жир и уменьшают объемы талии и бедер, хотя любое уменьшение объемов после обертываний связано с временной потерей жидкости через кожу, а жировая ткань остается неизменной, и объемы быстро возвращаются. Специальные массажеры и вибромассажеры могут разбить жировые отложения и убрать целлюлит механическим воздействием, хотя жировые клетки нельзя разрушить внешним механическим воздействием, а любое улучшение внешнего вида кожи носит временный характер из-за улучшения кровообращения. Кумыс лечит туберкулез и другие заболевания легких, потому что содержит полезные бактерии, хотя туберкулез вызывается микобактериями, которые не лечатся молочно-кислыми бактериями, а требуют специфической противотуберкулезной химиотерапии. Чайный гриб очищает организм от всех токсинов и лечит дисбактериоз лучше пробиотиков, хотя камбуча может содержать полезные бактерии, но их состав и количество не стандартизированы, а серьезные нарушения микрофлоры требуют применения специальных пробиотических препаратов. Голубая глина вытягивает все болезни через кожу и лечит артрит и радикулит, хотя глина может оказывать временное согревающее действие, улучшая кровообращение, но не способна лечить воспалительные заболевания суставов и позвоночника. Магнитные браслеты и пластыри лечат артрит-гипертонию и другие болезни воздействием магнитного поля, хотя многочисленные исследования не подтвердили терапевтического эффекта статических магнитных полей низкой интенсивности на организм человека.
Ионизаторы воздуха убивают все вирусы и бактерии в помещении и защищают от инфекций, хотя бытовые ионизаторы не способны значительно снизить концентрацию патогенных микроорганизмов в воздухе, а некоторые модели могут даже выделять вредный озон. Кварцевые лампы в доме дезинфицируют воздух и предотвращают заболевания, хотя ультрафиолетовое излучение бытовых кварцевых ламп может быть опасным для глаз и кожи, а эффективность обеззараживания в присутствии людей сомнительна. Соляные лампы из гималайской соли очищают воздух и улучшают энергетику помещения, хотя соляные лампы не могут выделять достаточно отрицательных ионов, чтобы повлиять на качество воздуха, а их эффект носит исключительно декоративный характер. Пирамиды из различных материалов концентрируют космическую энергию и обладают целебными свойствами, хотя никаких особых физических полей вокруг пирамидальных конструкций не существует, а любые ощущения связаны с эффектом плацебо или самовнушением. Кристаллы и полудрагоценные камни обладают лечебными вибрациями и могут исцелять различные заболевания, хотя кристаллы не генерируют никаких особых энергий или вибраций, способных влиять на здоровье человека, а литотерапия не имеет научных оснований. Медные браслеты лечат артрит-ревматизм и другие заболевания суставов, хотя медь практически не проникает через неповрежденную кожу в организм, а любое улучшение самочувствия связано с эффектом плацебо или случайным совпадением. Серебряная вода обладает мощными антибактериальными свойствами и может заменить антибиотики, хотя концентрация ионов серебра в такой воде слишком мала для значимого антимикробного эффекта, а в больших дозах серебро может быть токсично. Структурированная вода запоминает информацию и обладает особыми целебными свойствами, хотя молекулы воды не способны сохранять информацию дольше пикосекунд, а вся теория структурированной воды противоречит основам физики и химии. Талая вода из ледников полезнее обычной, потому что имеет особую структуру молекул, хотя при таянии льда вода приобретает обычную структуру жидкости, а полезность талой воды — это миф, не подтвержденный научными исследованиями. Щелочная вода нейтрализует кислоту в организме и предотвращает все болезни, хотя организм самостоятельно поддерживает кислотно-щелочный баланс крови в очень узких пределах, а щелочная вода не может изменить pH внутренней среды организма. Вода с высоким содержанием водорода обладает антиоксидантными свойствами и замедляет старение, хотя водород быстро улетучивается из воды, а научных доказательств антивозрастного эффекта водородной воды у людей недостаточно. Дистиллированная вода вымывает минералы из организма и вредна для здоровья, хотя основное количество минералов мы получаем из пищи, а не из воды, а дистиллированная вода безопасна для употребления и не нарушает минеральный баланс. Минеральная вода из бутылок всегда полезнее водопроводной, потому что содержит природные минералы, хотя качество водопроводной воды в развитых странах строго контролируется, а некоторая бутилированная вода — это просто очищенная водопроводная вода. Кипячение воды убивает все полезные свойства и делает ее мертвой, хотя кипячение просто уничтожает патогенные микроорганизмы и не влияет на химический состав воды, а понятие живой и мертвой воды не имеет научного смысла. Замороженная и размороженная вода теряет свои свойства и становится вредной, хотя замораживание и размораживание не изменяет химический состав воды, а фазовые переходы — это нормальные физические процессы, не влияющие на безопасность воды. Вода из артезианских скважин всегда чище и полезнее поверхностных источников,
хотя подземные воды могут содержать избыток минералов или загрязнение от промышленной деятельности, а качество любой воды нужно проверять лабораторными анализами. Родниковая вода обладает особой энергетикой и целебными свойствами, хотя качество родниковой воды зависит от геологических условий и экологической обстановки в районе источника, а многие родники могут быть загрязнены стоками и отходами. Святая вода из церкви имеет особые свойства и может лечить болезни, хотя с физико-химической точки. Собаки видят только черно-белые цвета, без всяких оттенков, и живут в мире как старое кино, хотя на самом деле они прекрасно различают синие и желтые тона, просто их цветовосприятие отличается от человеческого, и они не видят красный и зеленый цвета так, как мы. Кошки всегда приземляются на 4 лапы благодаря какому-то особому инстинкту, который никогда не подводит. Хотя в реальности при падении с небольшой высоты они просто не успевают перевернуться в воздухе и могут приземлиться неудачно, а при падении с очень большой высоты могут получить серьезные травмы. Мыши просто обожают сыр больше любой другой еды и готовы ради него на все, хотя в действительности эти грызуны предпочитают семена, зерно, фрукты и сладкие продукты, а сыр для них не представляет особого интереса, и они выберут практически любую другую пищу. Слоны панически боятся маленьких мышей и убегают от них в ужасе, как только увидят, хотя на самом деле слоны просто проявляют естественную осторожность к любым мелким, быстро движущимся объектам, которые могут попасть им под ноги или в хобот, но настоящего страха перед мышами у них нет. Страусы при первых признаках опасности немедленно закапывают свою голову глубоко в песок, думая, что если они не видят врага, то и враг их не видит. Хотя в реальности они просто низко опускают голову к земле, прислушиваясь к вибрациям почвы, чтобы определить источник потенциальной угрозы. Быки приходят в ярость при виде красного цвета и начинают атаковать все красное, что попадется им на глаза, хотя на самом деле быки вообще не различают красный цвет в том виде, как его видим мы, и их агрессия вызвана движением ткани, а не ее окраской, ведь они видят мир в основном в синих и желтых тонах. Верблюды носят в своих горбах запасы питьевой воды на случай долгого путешествия по пустыне без источников влаги, хотя в действительности горбы заполнены жировой тканью, которая служит источником энергии и питательных веществ, а воду верблюды получают из пищи и могут долго обходиться без питья благодаря особому строению почек. Акулы способны почувствовать каплю крови в воде на расстоянии нескольких километров и сразу же устремляются к источнику запаха, хотя в реальности их обоняние хоть и очень развито, но не настолько феноменально, и они могут учуять кровь примерно в радиусе нескольких сотен метров при благоприятных условиях течения. Дельфины специально спасают тонущих людей из альтруистических побуждений, потому что они добрые и умные животные. Хотя на самом деле такое поведение является естественной реакцией этих морских млекопитающих, которые выталкивают на поверхность любые тонущие объекты, включая бревна и мусор, а не только людей. Пингвины обитают исключительно в холодной Антарктиде, среди льдов и снегов, и не могут жить нигде больше, хотя в действительности большинство видов пингвинов живут в довольно теплых местах, включая побережья Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии, а некоторые виды даже гнездятся практически на экваторе. Белые медведи постоянно живут точно на Северном полюсе, в самом центре Арктики, где всегда лед и снег, хотя на самом деле они предпочитают области, где морской лед граничит с открытой водой, потому что именно там охотятся на тюленей,
и редко забираются в центральные районы Арктики, где добычи практически нет. Ленивцы всегда двигаются очень медленно, независимо от ситуации, потому что у них такая медленная нервная система. Хотя в воде эти животные плавают довольно быстро и ловко, а их медлительность на деревьях связана с экономией энергии и маскировкой от хищников, а не с физическими ограничениями. Летучие мыши абсолютно слепые и ориентируются в пространстве исключительно с помощью эхолокации, потому что живут в полной темноте, хотя большинство видов летучих мышей обладают вполне нормальным зрением, а эхолокацию используют как дополнительный способ навигации и охоты в темное время суток. Совы могут поворачивать свою голову на полные 360 градусов и даже больше, как будто у них нет никаких ограничений, хотя максимальный угол поворота головы у сов составляет около 270 градусов, что все равно впечатляет, но не является полным оборотом вокруг своей оси. Хамелеоны меняют окраску своего тела исключительно для того, чтобы слиться с окружающей средой и стать невидимыми для хищников и добычи, хотя на самом деле смена цвета у этих ящериц в первую очередь связана с изменением температуры тела, эмоциональным состоянием и общением с другими хамелеонами. Золотые рыбки обладают памятью продолжительностью всего 3 секунды, и поэтому каждое мгновение для них как первый раз, хотя научные исследования показали, что память золотых рыбок может сохраняться от нескольких дней до нескольких месяцев, и они способны обучаться и запоминать различные задачи. Морковь значительно улучшает ночное зрение и помогает лучше видеть в темноте, если есть ее регулярно в больших количествах, хотя это утверждение было придумано британской разведкой во время Второй мировой войны, чтобы скрыть от немцев существование радаров, а морковь содержит витамин А, который просто поддерживает нормальное функционирование глаз. Шпинат содержит невероятно большое количество железа, намного больше, чем любые другие овощи, и является лучшим источником этого элемента, хотя эти данные основаны на ошибке в научной публикации, где десятичная запятая была поставлена не в том месте, завысив содержание железа в 10 раз. Бананы растут на больших тропических деревьях с толстым стволом и ветвями, как обычные фруктовые деревья, хотя банановое растение на самом деле является гигантской травой, а то, что мы считаем стволом, это плотно свернутые листья, и банан ботанически классифицируется как ягода. Помидоры — это овощи, которые выращивают в огороде вместе с другими овощными культурами и используют для приготовления овощных блюд. Хотя с ботанической точки зрения помидор является фруктом, потому что развивается из цветка растения и содержит семена, но в кулинарии его традиционно относят к овощам. Ревень — это сладкий фрукт, который растет в садах и из которого делают варенье и компоты, как из других фруктов, хотя ревень на самом деле является овощем, точнее, листовым черешковым растением, но его кислые стебли используются в кулинарии как фрукт для приготовления десертов. Клубника — это настоящая ягода, как малина или черника, потому что она маленькая, сладкая и растет на кустиках, хотя с ботанической точки зрения клубника является ложной ягодой, а настоящие плоды — это те маленькие семечки, которые находятся снаружи красной мякоти. Ананас растет на высоких тропических деревьях, подобно кокосам или другим экзотическим фруктам в жарких странах, хотя ананас на самом деле растет на низком травянистом растении прямо на земле, и каждое растение производит только один плод за весь свой жизненный цикл. Изюм полезнее свежего винограда, потому что в процессе сушки концентрируются все полезные вещества и витамины, хотя в изюме содержится намного больше сахара на единицу веса, чем в свежем винограде,
а многие витамины, наоборот, разрушаются при сушке, особенно витамин С. Замороженные овощи и фрукты значительно менее полезны, чем свежие, потому что заморозка разрушает все витамины и полезные вещества, хотя правильно замороженные продукты часто сохраняют больше витаминов, чем свежие, которые могут долго лежать в магазинах и терять питательную ценность. Белый хлеб совершенно бесполезен для организма и не содержит никаких питательных веществ, кроме пустых калорий, хотя современный белый хлеб обогащается витаминами группы В, железом и другими минералами, и хоть он менее полезен, чем цельнозерновой, но не является совсем бесполезным продуктом. Коричневый сахар намного полезнее обычного белого сахара, потому что он менее обработан и содержит больше полезных веществ, хотя разница в питательной ценности между коричневым и белым сахаром практически незначительна, и коричневый цвет часто получается просто добавлением патоки к белому сахару. Мед значительно полезнее обычного сахара и является здоровой альтернативой, которую можно употреблять без ограничений, хотя для организма мед и сахар практически одинаковы по воздействию на уровень глюкозы в крови, и мед тоже содержит большое количество простых сахаров. Взрослым людям молоко абсолютно не нужно и даже вредно, потому что только дети могут его переваривать, хотя многие взрослые люди, особенно европейского происхождения, нормально переносят лактозу и могут употреблять молочные продукты без каких-либо проблем на протяжении всей жизни. Глютен вреден абсолютно для всех людей и является причиной множества заболеваний и проблем со здоровьем, хотя серьезные проблемы с глютеном есть только у людей с целиакией, которых около 1% населения, а остальные могут спокойно употреблять продукты, содержащие глютен. Соль — это белая смерть, которая вызывает высокое давление и проблемы с сердцем у всех без исключения, хотя соль необходима для нормального функционирования организма, а чувствительность к натрию индивидуальна, и не у всех людей увеличение потребления соли приводит к повышению давления. Яйца значительно повышают уровень холестерина в крови, и поэтому их нужно ограничивать или вообще исключить из рациона, хотя диетический холестерин из пищи оказывает минимальное влияние на уровень холестерина в крови, который в основном производится самим организмом. Любые жиры в пище автоматически превращаются в жир на теле и делают человека толстым, хотя набор лишнего веса происходит от избытка любых калорий, независимо от их источника, будь то жиры, углеводы или белки, а жиры даже необходимы для усвоения некоторых витаминов. Углеводы — это главные враги стройной фигуры, и от них нужно полностью отказаться, чтобы похудеть, хотя углеводы являются основным источником энергии для мозга и мышц, а для похудения важен общий дефицит калорий, а не исключение какого-то конкретного макронутриента. Витамины из аптеки — это бесполезная трата денег, потому что все витамины должны поступать только из натуральной пищи, хотя иногда витаминные добавки действительно необходимы, особенно витамин D в северных регионах, витамин В12 для веганов и фолиевая кислота для беременных женщин. Чем больше витаминов принимать, тем лучше для здоровья, потому что организм возьмет сколько нужно, а остальное выведет, хотя передозировка жирорастворимых витаминов А, Д, Э и К может быть довольно опасной, поскольку они накапливаются в организме и могут вызвать токсические эффекты. Антибиотики эффективно лечат простуду, грипп и другие вирусные инфекции и помогают быстрее выздороветь, хотя антибиотики действуют исключительно против бактерий и совершенно бесполезны против вирусов. Более того, их неоправданное применение способствует развитию устойчивости бактерий. Высокую температуру при болезни нужно обязательно сбивать любыми способами, потому что она опасна для организма,
хотя умеренная температура является защитной реакцией организма, которая помогает бороться с инфекцией, и сбивать ее стоит только если она превышает 38,5 градусов или вызывает сильный дискомфорт. Если поесть и сразу лечь спать, то обязательно заболит живот или нарушится пищеварение, хотя это утверждение не имеет серьезного научного обоснования, и положение тела после еды практически не влияет на процесс пищеварения, разве что может усилить изжогу у предрасположенных людей. Хруст в суставах при движении очень вреден и приводит к артриту и другим заболеваниям суставов, хотя этот звук возникает от выхода пузырьков газа из суставной жидкости и является совершенно безвредным явлением, не связанным с повреждением хрящей или развитием артрита. Если скосить глаза или сделать страшную гримасу в момент, когда кто-то испугает, то лицо останется в таком положении навсегда, хотя мышцы лица не могут зафиксироваться в одном положении от испуга, и это просто детская байка для того, чтобы дети не кривлялись. Бритье волос на теле делает их более густыми, толстыми и темными, и поэтому лучше не начинать бриться вообще, хотя бритье только изменяет текстуру среза волоса, делая его более тупым, что может создавать впечатление большей толщины, но на скорость роста и густоту волос никак не влияет. Если выщипать один седой волос, то на его месте вырастет 2 или 3 седых волоса, хотя каждый волосяной фолликул работает независимо от других, и повредить соседние фолликулы выщипыванием невозможно, так что количество седых волос от этого не увеличится. Частая стрижка волос ускоряет их рост и делает их более здоровыми и крепкими, хотя волосы растут исключительно от корней в волосяных фолликулах, и стрижка кончиков никак не может повлиять на скорость роста, она только убирает поврежденные кончики. Ношение шапок и головных уборов вызывает облысение, потому что нарушает кровообращение кожи головы, хотя шапки никак не влияют на работу волосяных луковиц, а облысение связано с генетическими факторами и гормональными изменениями, а не с головными уборами. Частое мытье головы вредно для волос, потому что смывает естественные масла и пересушивает кожу, хотя современные шампуни достаточно мягкие для ежедневного использования, а частота мытья должна зависеть от типа волос и образа жизни человека. Чтение в темноте или при плохом освещении обязательно испортит зрение и приведет к близорукости, хотя недостаточное освещение может вызывать только временную усталость глаз, но не приводит к необратимым изменениям зрения или развитию близорукости. Длительное сидение близко к телевизору или монитору компьютера серьезно вредит глазам и ухудшает зрение, хотя это может вызывать только временный дискомфорт и сухость глаз, но не приводит к постоянным повреждениям зрения или необходимости носить очки. Морковь значительно улучшает остроту зрения и помогает лучше видеть, особенно в темное время суток. Хотя морковь просто содержит бета-каротин, который превращается в витамин А, необходимый для нормального функционирования сетчатки, но она не может улучшить зрение сверх нормы. Очки делают зрение все хуже и хуже, потому что глаза привыкают к ним и ленятся работать самостоятельно, хотя очки просто корректируют существующие проблемы со зрением, а ухудшение может быть связано с естественным прогрессированием близорукости или возрастными изменениями. Контактные линзы могут потеряться за глазным яблоком и попасть в мозг или остаться там навсегда, хотя анатомическое строение глаза делает это абсолютно невозможным, поскольку конъюнктива образует замкнутый мешок, и линза не может пройти дальше верхнего или нижнего века. Если очень много плакать, то слезы могут закончиться, и глаза пересохнут навсегда, хотя слезные железы вырабатывают слезы постоянно в течение всей жизни,
и даже при очень интенсивном плаче их запас не может истощиться, поскольку это жизненно важная функция организма. Левши от природы умнее правшей, потому что у них лучше развито правое полушарие мозга, отвечающее за творчество. Хотя интеллектуальные способности совершенно не зависят от того, какая рука является ведущей, и среди гениев и обычных людей левши и правши представлены примерно пропорционально. Правое полушарие мозга отвечает исключительно за творческие способности, а левое — только за логику и математику, хотя современные исследования показывают, что мозг работает как единое целое, и для выполнения любых сложных задач активируются области в обоих полушариях одновременно. Люди используют только 10% возможностей своего мозга, а остальные 90% бездействуют, хотя современные методы сканирования мозга показывают, что мы используем практически все области мозга даже во время сна, и нет никаких неактивных резервов, ждущих активации. Алкоголь убивает клетки мозга в огромных количествах, и каждый глоток спиртного навсегда уничтожает тысячи нейронов, хотя умеренное потребление алкоголя не вызывает массовой гибели нейронов, хотя хроническое злоупотребление действительно может повредить мозг через нарушение питания и токсическое воздействие. Кофе останавливает рост у детей и подростков, поэтому им нельзя давать кофеиносодержащие напитки, хотя научных доказательств связи между употреблением кофе и замедлением роста не существует. Просто детям не рекомендуется избыток кофеина из-за его влияния на нервную систему. Сахар делает детей гиперактивными и неуправляемыми. Поэтому сладости нужно строго ограничивать, хотя множественные научные исследования не смогли подтвердить связь между потреблением сахара и гиперактивностью, а поведение детей больше зависит от обстановки и воспитания. Шоколад напрямую вызывает появление прыщей и угрей на лице, особенно у подростков, поэтому его нужно исключить для чистой кожи, хотя исследования не обнаружили прямой связи между употреблением шоколада и акне, а проблемы с кожей чаще связаны с гормональными изменениями и генетической предрасположенностью. Молоко увеличивает выработку слизи в организме и усиливает симптомы простуды и кашля. Поэтому его нельзя пить во время болезни, хотя это ощущение густоты во рту после молока является субъективным и не связано с реальным увеличением количества слизи в дыхательных путях. Острая и пряная пища обязательно вызывает язву желудка и гастрит у всех, кто ее употребляет регулярно, хотя основной причиной язвенной болезни являются бактерии Helicobacter pylori и длительный прием некоторых лекарств, а не острые специи, которые здоровый желудок переносит нормально. Проглоченная жевательная резинка остается в желудке и кишечнике целых 7 лет, не переваривается и накапливается там, хотя жвачка проходит через пищеварительную систему и выводится из организма в течение нескольких дней, точно так же, как любые другие непереваримые предметы. Проглоченные арбузные или яблочные косточки прорастут в желудке и начнут расти как настоящие растения, хотя кислая среда желудочного сока с pH около 2 полностью разрушает любые семена задолго до того, как они смогут даже набухнуть, не говоря уже о прорастании. Семечки подсолнуха или тыквы могут вызвать приступ аппендицита, если попадут в червеобразный отросток, хотя аппендицит вызывается бактериальной инфекцией или закупоркой просвета отростка, а мелкие семечки не способны заблокировать аппендикс или стать причиной воспаления. Газированные напитки настолько кислые, что могут растворить желудок изнутри или разъесть монетку за ночь,
хотя желудочная кислота имеет pH около 1 или 2, что значительно кислее любой газировки, и желудок прекрасно защищен от собственной кислоты специальной слизистой оболочкой. Холодные напитки со льдом замедляют пищеварение, потому что охлаждают желудок и нарушают работу ферментов, хотя температура любой пищи или питья быстро выравнивается до температуры тела уже в пищеводе и желудке и никак не влияет на скорость переваривания пищи. Питье воды во время еды разбавляет желудочный сок и мешает нормальному перевариванию пищи, хотя организм легко регулирует концентрацию пищеварительных ферментов и кислоты в зависимости от количества жидкости, и вода даже помогает растворению и транспорту питательных веществ. Есть после 6 часов вечера очень вредно для фигуры, потому что метаболизм замедляется, и вся пища превращается в жир, хотя для набора или потери веса важно только общее количество потребленных и потраченных калорий за день, а не время приема пищи. Завтрак — это самый важный прием пищи, который обязательно нужен всем для здоровья и хорошего самочувствия, хотя это утверждение не имеет серьезных научных оснований, и режим питания должен быть индивидуальным в зависимости от образа жизни и предпочтений человека. Вот и все. Теперь вы знаете правду о 700 самых распространенных представлений. Поделитесь этим видео с друзьями. Пусть и узнают, как обстоят дела на самом деле. Ставьте лайк, если хотя бы 10 фактов вас удивили, и подпишитесь на канал за новыми разоблачениями мифов.